В это по-летнему прекрасное осеннее утро у нас будет замена заднего баллона на этом японском дьяволе и замена тормозных колодок с последующей прокачкой всех контуров тормозной системы. А то кто-то интересовался, почему нет видео с мотоциклом? Почему? Вот почему. Почему меня не видно нигде и не слышно? Вот, как бы вот. Dunlop Sportmax Qualifier 2 пришел в негодность, как и все прошлые мои Dunlop'ы. Никому не рекомендую шины Dunlop, так как это шины с жестким кордом. Вот эта часть у них тоже очень жесткая. Если еще она у вас немного задубеет, то вообще ужасные покрышки. Ни один из стоящих у меня Dunlop'ов мне не нравится. А менять мы его будем на Pirelli. Pirelli покрышки с мягким кордом. Ну и сами по себе гораздо мягче. Акира, ты одобряешь Pirelli, да? Акира за Pirelli. Да, колодки тоже будем менять. На. А ну. Понеслось. Ешь. Вкуснятина. Поганая скорлупа. Ну, куда попер? Ешь. Ешь.
Ешь. Впереди долизывай яйцо. Угу. А вот что происходит через несколько минут, как вот это чудо плотно поест. Вы меня все спрашиваете, почему я его снимаю голодным? Потому что вот, начинаем выделываться. Начинаем кряхтеть, орать, беситься. Стыдно. А Кира, чем ты недоволен? А? Обида. Ух ты. Так как у нас утро, мы начнем, как русские люди, чаепитие. Ты уже позавтракал, не смотри сюда. С сахаром или без? С сахаром. А, ну тогда розовая кружечка твоя. Без соли тоже. Вот. А я Дискорда, и мы начинаем. Это мой динамометрический ключ на 36. Колхоз! Мотоцикл не должен обслуживать пилот. Колхозники! Спросите вы, почему я босиком? Потому что я так лучше ощущаю себя. Далее нам нужно ослабить натяжитель. Не на 10 ключ. А здесь не на 8. Оперативно.
Вообще кайфовые натяжители, когда сюда за ось выносится и здесь такие. Упор сюда болтом идет, он подтягивает вот эту всю ерунду. Прикольно. Мой динамометрический ключ на 36. Я кручу. Легче легко. Вот такой мой прекрасный баллон. Был. Он шикарен. Можно было бы еще, конечно, сезон поездить. Но... нет. Вот, если кто не знал, как бы. Здесь колесный диск NK. Это для тех, кто играл в Underground и прочие Need for Speed. NK, наверное, слышали и видели такую знаменитую фирму. Те, кто не знает, как здесь крепление суппорта организовано. Суппорт стоит на оси. И здесь вставлен паз маятники. Вот так он. От натяжения вместе с осью двигается. Осью заднего колеса. И занимается таким простым образом. Вот он. А то многие начинают снимать, тянут. Потом этот суппорт падает, бьет по маятнику, все царапает. Вот колодочки. Токико. Japan. Оригинал quality. Да, тоже будем их менять, так как они вон уже как бы вот. Так стерли. Как говорил Добрыня Никитич. Вот так как-то. Да, там, кстати, видно, что у меня нон-катализатор, декат, прямой выхлоп full. Т 525. То есть звезда 43 под 525 цепь. Акира, оцени состояние звезд. Еще походит. Я понял. Сейчас мы все протрем, так как чистота — залог здоровья. Подшипник заднего колеса у нас здесь стоит Toyo Japan 60/28 RDC 3. Может, кому пригодится. Выработка заднего тормозного диска
отсутствует. Никакого бортика здесь нет. Всё идеально. А вот выработка заднего баллона как бы присутствует. Вот. Ну, еще сезон, конечно, можно было бы, да, поездить. Но как-то вот. Ну а теперь мы будем любить это колесо, чтобы снять любимый Dunlop. Может, наоборот? Да, ну да, это колесо будет любить нас. Поганый Dunlop. Немножко труда и море любви, и вот что получается вообще. Одним пальцем надавил, и все как бы готово. Поганый Dunlop. По-моему, работает тут только Акира. А Кира работает вообще. Это не еда, может до конца не съедать. Еще немножко любви и усилий, и почти все завершено. Легче легкого. I'm a champion. Вот что значит, когда ты любишь спортбайк, и спортбайк любит тебя. Крайне небольшое усилие. Вот. Наклеить. Даже нет, сохранились. Китайская? Наверное. А где она сделана-то? Сейчас я скажу. In Japan. А прошлую мы разрезали вот так по центру, тоже полезли трассы. Это еще на моем первом моте на К4. Мы париться не стали, тупо ее разрезали вот так ножом по кругу и сняли с двух сторон. Чистили с диска. А Кира, ты одобряешь? Кира, Dunlop фигня, да? Dunlop тебе не нравится. А вот Pirelli ты одобряешь. Pirelli. Акира и Pirelli. Хороший. Отлично. Новый. Pirelli. Помещайся. Давай, давай. Вот. Отлично. Хороший. Тебе спасибо, да? Хороший, хороший. Побеспокоили. Побеспокоили тебя. Достались. Губку хочешь?
Сейчас, конечно, все скажут. Неправильно монтирую, разобьюсь на этой шине. Ой, невелика беда. Здесь мне, наверное, понадобится ваша помощь. Да? Да. Да вы чё? Вот, садитесь, хорошо. You dangerous, you lunatic, lunatic. Почему 4? 2,9. This next test applied. Новые колодки. Толщина. Фактура. Да, накидываем. Это приподнимаем. Далее фиксируем. Вот эту срань. Значит, он тут выпадать. В общем, мне понадобилась помощь моего ассистента. Оператор. Ну, выглядит так. Подвигаем. И пытаемся надеть цепь. Проверяем. Все крутится, можно ехать. Ок. All right. Мой динамометрический ключ на 36. Снова в эфире, снова в деле. Уже без перчаток, потому что... Ой, все. Нет. Пирамид. А теперь смотрим. Передний. А на чем?
Пирелли. А далее мы приступаем к замене передних тормозных колодок. Отпускаем два болта фиксации передней оси с одной и с другой стороны и выкручиваем центральную ось. Чтобы вынуть колесо, нужно кинуть один цепь. Потому что порта глубоко заходят внутрь диска. Никак не вынуть, по-другому. Износ колодок. Более-менее равномерный. Вот, теперь вкручиваем шпилки колодок. Оригинальные колодки. Токико. Или Токико. Не знаю, как там правильно, японцы это правильно. Переодели скобы на неоригинальные колодки по износу, что они на что похожи. Именно здесь достаточно просто. Вставляем раз и вставляем два. Угу. Вот так раз. И вот так два. Гадость. Самый сок. Она вообще прям жестко износилась. Что делаю? Ставлю назад порта, закрепляю их. Зачем? Тормоза были, там теперь новые тормозные колодки. Зачем? Ну как зачем?
Это же спорт. Это спорт. Ну вообще да, ну как, для комплекта. Так, конечно, тормоза для трусов. Для развесов, балансировки. Динамическим ключом. Динамическим ключом, да. Динамо. Теперь нам остается закрепить, снять мотоцикл с подвеса и прокачать все контуры тормозной системы. 3 передних и 1 задний. Итого, чтобы поставить переднее колесо, закатил колесо на камень, аккуратно вставил суппорта, вот отсюда, глядя на щель между колодками. Колодки аккуратно пальцами чуть-чуть подразжимаются, если не разжимаются, то аккуратненько отверткой между ними. И один край надевается на тормозной диск, чуть-чуть из стороны в сторону шатаем, раз, и залазить на полость тормозного диска. Тут немножко его концентрируем. То же самое делаем с другой стороны. Дальше на камне ставить у нас колесо, вставляем центральную ось, предварительно все, естественно, смазав подшипники, ось. Вставляем ось, попадаем ее здесь, чтобы она попала, вышла. Фиксируем этим болтом, там докручиваем до конца, ось вбиваем в полость вилки, в пятку вилки. И здесь уже подтягиваем чуть-чуть. Дальше закручиваем, фиксируем суппорт на вилочной пятке. С одной и с другой стороны. Все, затягиваем центральную ось, а потом контруем пятку вилки. С одной и с другой стороны. 4 болта. Все. На пятки вилки. Пятка вилки — это вот то, на что крепится суппорт. Огромную благодарность за проведение съемок выражаем моему брату Анатолию. Большое спасибо, да. Мне Пирелли. А вот идет мой колха-оператор. Сказал, да? Вот, здесь все нормально. Попадаю, вот видите, нет. Раздвинем ноги. Это пит-стоп японского мотоцикла с итальянскими расходниками и русскими руками. Я без перчаток. Но я сильно портить не хочу, чтобы еще вот так вот покатаюсь. Да. Сейчас сделаю. Уволю. Подарю. Да, подпишу и подарю кому. Боевой Данлоп. Да. Да, на 13. Ну, протектора нет, там. Да, ну, я дико извиняюсь, не успел. Сегодня утром побрить надо. В общем, мне понадобилась помощь моего ассистента. Ну, заводи, поехали. Потом затянешь. Только раз ни за кем гонялся. Цитатки из контакта. Единственная девушка, за которой я буду бегать, будет бежать от меня и кричать: «Догоняй, пап!» Так, к тому времени у меня будет кейбус.